Привет всем пухноркозависимым! Рада приветствовать вас на канале Алена и Мия. Приглашаю вас на видеоролик по ниткотерапии, посвящен изделию из пряжи пухнорка. А именно вот такой вот капор или капюшон. Изделие подойдет для всех, кто не любит или кому не идут шапки. Капор отлично держит теплоту и эффектно выглядит. Он обязательно пригодится в гардеробе каждой девочки или каждой девушки. В помещении его легко можно опустить на плечи, как капюшон, и не нужно носить в руках или сумочке, как шапку. Благодаря шнуровке можно сделать сам ободок капюшона пошире или уже. Если хотите размер поменьше, то просто вяжите меньше рядов в высоту. Если изделие вам приглянулось, то приглашаю на пошаговый мастер-класс и с легкостью свяжем его вместе. Начнем с пряжи. Это так называемые пухнорки. Здесь на моточке написано пухнорки длинный ворс. Купленные ниточки на китайском магазине AliExpress. Все ссылки будут внизу под видео в описании. Продавец продает в комплекте вот такая вот моток основной нитки, здесь 50 грамм, и моток дополнительной нитки или ниточки компаньона. Моточек очень легкий, пушистый. Здесь указывается, что 95% пуха и 5% антипилинговое волокно. В моточке 340 метров 50 грамм. Вот этот вот ниточка компаньон, она как бы вспомогательная нить. Видите, она как резиночка такая. Благодаря ей изделие хорошо держит форму и не растягивается. Вообще, я почитала, что вот эти ниточки, обработанные специальным таким воском, который не дает нитке скатываться, вот этому пуху скатываться и образовывать катышки. И потому эти нитки нельзя стирать в очень горячей воде, поскольку этот воск просто будет состирываться. Да, нитка будет намного пушистее, но есть риск катышек. Если это головной убор, а у нас головной убор, то можно постирать в такой горячей воде. Но если это свитер, вы вяжете плечевое изделие из этих ниток, то ни в коем случае не стирайте в горячей воде, потому что пух, который действительно, да, пух пушистей будет, но будет скатываться, потому что смоете воск. Все о ниточках. Теперь, что касается спиц. Основное изделие я вязала на спицах 5,5 40 сантиметров, 4,5 80 сантиметров обвязывала резинку и плюс крючок номер 3. Также использовала дополнительную нить. Мне пригодилась вот такая вот шпилька, дальше игла, маркера, и еще использовала чулочные спицы номер 3 на шнурочек. На все изделие у меня пошло 4 мотка основной нити и 2 мотка дополнительной. Итак, вязать мы будем в 3 основные нити, вот, и 2 дополнительные. Вот мы приготовили нашу нить, но набирать мы будем на дополнительную нить. Она может быть все равно какая. Важно, чтобы была контрастного цвета и не пушистая. Мы будем набор делать с помощью крючка. Вот смотрите, вы делаете вот такую вот маневр, то есть делаете такую буковку А и делаете первую петельку крючком. Вот. Вот так вот. Постараюсь, видео, возможно, будет долгое, постараюсь вам показать все тщательно, чтобы у вас возникло как можно меньше вопросов и у вас вышло сделать это изделие самостоятельно. Вот, покажу еще разочек. Смотрите. Вот так делаем первую петельку. Если кто вяжет сейчас со мной в первый раз, то повторяйте движение просто-напросто за мной, верьте в себя, и у вас все получится. Вот, видите, буковка А получается у нас такая условная. И вот первая петелька у нас есть. Теперь мы берем спицы, наши рабочие спицы 40 сантиметров.
размер 5,5 и с помощью крючка набираем на дополнительную нить наши петельки. Мы с вами вяжем капор на размер обвод головы от 55 до, так честно говоря, 60, даже больше. И вот таким вот образом набираем петельки. Ой, спала. Сейчас покажу еще разочек. Вот смотрите, видите, у нас крючок со спицей соприкасается, и мы их как бы соединяем петелькой. Вот. Вот так. Теперь нить перебрасываем за спицу и снова захватываем крючком нить и делаем вот так вот петельку. Видите? И таким образом мы набираем нужное количество петель. Я, повторюсь, набираю 78 петель в 3 основные и 2 дополнительные нити. Набираем самостоятельно 77 петель, и на последней 78 петельке я покажу вам, как ее набрать, закрыть набор, так сказать. Вот смотрите, мы с вами набрали 77 петель вот здесь. И 78 петля – это та петля, которая у нас рабочая на крючке. Мы ее просто одеваем на спицу. Вот так вот. И наши 78 петель уже готовы. Дополнительную ниточку отрезаем. Она нам уже не понадобится. Можно ее связать, можно не связывать. Я ее связала, чтобы у меня изделие не перекрутилось. Видите, проверяете, чтобы изделие не перекрутилось. Связываете ниточки и начинаем работать с основной нитью. Еще раз повторюсь, 3 основные, 2 дополнительные нитки. Вот наша основная нить. И вяжем 2 ряда лицевой гладью по кругу, вот так вот, за переднюю стеночку. Все петли лицевыми. Вот все 78 петель вяжем лицевыми за переднюю стенку. Один ряд и второй ряд. Вот один ряд мы провязали. Теперь вяжем второй ряд. Смотрите, вот эта нитка, которая у нас осталась, вы можете ее оставить, имею в виду синюю, да, можете ее оставить и потом иглой ее спрятать. Но я делаю вот так. Я ее просто-напросто ввяжу во второй ряд. Вот у нас второй ряд. Можете повесить маркер. Можете не вешать, потому что и так видно, что здесь начало и конец ряда. И второй ряд вяжем точно так же, как первый. То есть здесь нету одной петли, которую соединяем в круг. Видите, просто вяжем по кругу все петельки лицевыми за переднюю стенку. Я все же решила повесить здесь маркер, чтобы вам понятнее было. Потому что не знаю, как на видео. Вот, смотрите, вот мы начинаем второй ряд. Второй ряд также по кругу мы вяжем все лицевые петельки. Встречаемся вот здесь на маркере. Теперь вот наш третий ряд. Я уже повесила маркеры, и вы делаете то же самое. Отсчитываете от красного маркера 37 петель. Дальше вешаете маркер, 4 петли, маркер, 37 петель. То есть мы 4 петли посерединке обозначаем маркерами, потому что мы будем начинать с третьего ряда прибавки, то есть расширять наш капор. Мы вяжем лицевой до маркера, делаем прибавку, 4 петельки, маркер, прибавка и дальше лицевыми. Вот видите, 4 петельки мы обозначаем маркером. Итак, третий ряд. Вяжем все петельки лицевыми за переднюю стенку. Все точно так же. Вот. Все петли лицевыми. И в третьем ряду мы будем делать прибавки. Вяжем лицевыми до маркера и встречаемся вот здесь на маркере. Вот мы провязали лицевые петельки. И вот наш маркер.
Мы сейчас будем делать прибавки. Итак, первая прибавка перед маркером. Это прибавка с наклоном вправо. Мы вот так вот поднимаем петлю из протяжки. Вот так. Видите, петелька смотрит на нас, и за переднюю стенку вяжем ее скрещенной лицевой с наклоном вправо. Вот так вот. Я несколько раз вам покажу. Вот. Одна прибавка. Теперь вяжем 4 петельки центральные, те, которые у нас обозначены маркерами. 2, 3, 4. Переснимаем маркер. И снова делаем прибавку после маркера с наклоном влево. Смотрите, вправо мы поднимали вот так вот петельку и за переднюю стенку вязали лицевой. А наклон влево мы поднимаем петельку вот так вот в обратную сторону, видите? И вяжем лицевой не за переднюю стенку, а за заднюю стенку. Вот, сейчас покажу вам. Вот, видите, за заднюю стенку вяжем лицевой. Это мы подняли петлю с наклоном влево. И следующие петли до красного маркера, до конца ряда, скажем так, мы вяжем все петельки лицевой. Вот, вот наши петли набора. И дальше вяжем все петли лицевой по кругу до красного маркера. Провяжем до конца ряда 3-й ряд. И теперь смотрите, 4-й ряд, 5-й и 6-й вяжем просто по кругу лицевыми петлями без никаких прибавок. То есть один ряд прибавка, 3 ряда без прибавок. Снова один ряд прибавка, 3 ряда без прибавок. Вот мы провязали 4-й, 5-й, 6-й ряд без прибавок. И теперь у нас снова 7-й ряд. Мы вяжем все петельки лицевыми. Вот до маркера. И снова делаем прибавки перед маркером и после маркера. Покажу вам еще разок, чтобы вам было понятно. Вот 7-й ряд. То есть, смотрите, 4-й, 5-й, 6-й ряд мы провязали без прибавок, просто лицевые. Теперь 7-й ряд мы снова делаем прибавку. Вот, поднимаем петельку из протяжки. Вот так вот. И делаем прибавку с наклоном вправо. За переднюю стенку провязываем скрещенной лицевой. Вот. Так. 4 петли центральные мы вяжем просто лицевыми, обычно за переднюю стенку, поскольку у нас круговое вязание, то есть все лицевые вяжем за переднюю стеночку, чтобы они не были перекрещенные. Так. Переснимаем маркер и за маркером тоже делаем прибавку, только с наклоном влево. То есть вот так вот и вяжем лицевой за заднюю стенку. Видите, показываю еще раз. Вот, вот так вот и вяжем лицевой за заднюю стенку. И теперь все петельки вяжем лицевой до конца ряда. 7-й ряд был с прибавкой. 8-й, 9-й, 10-й ряд мы вяжем все петли лицевыми без прибавок. 11 ряд снова вяжем с прибавками. То есть 8, 9, 10 мы провязали без прибавок. Вот у нас 11 ряд, вяжем с прибавками. Вот постаралась вам ублизила и покажу еще разок. Вот делаем прибавку с наклоном вправо, маркер, 4 петли лицевые, маркер и поднимаем, делаем прибавку с наклоном влево. Вот так вот. И снова вяжем 3 ряда без прибавок. Вот у нас вырисовывается, смотрите, по центру мы видим 4 петли и наши прибавки вправо и влево. Так, показываю еще раз. Смотрите, в 3-м ряду мы делали прибавки.
4, 5, 6 вяжем по кругу без прибавок. 7 прибавки. 8, 9, 10 без прибавок. 11 делаем прибавки перед и после маркером. 12, 13, 14 без. 15 делаем прибавку. И 16 без прибавок. Видите, здесь не 3 ряда уже без прибавок, а 1 ряд. 17 ряд делаем прибавку. Так, вот. У нас 17 ряд. Начинаем 17 ряд. Вяжем до маркера. Вот, делаем прибавки в 17 ряду. Так. Теперь вяжем дальше до конца ряда все петельки лицевой. И здесь до маркера красного не довязываем 9 петель. Вот смотрите. Я не довязала до конца ряда. Это 17 ряд у нас, так? Здесь сделали прибавки. Вот наши прибавки. И не довязали 9 петель. И что мы делаем теперь? Сейчас пересчитаем. Так, 9 петель. Теперь эти 9 петель я сниму себе на вот такую вот булавку. Если у вас такой булавки нету, то вы просто можете снять эти петельки. Эти петельки вот вместе, там, где подбородок, мы снимаем 9 петель до маркера, снимаем маркер и 9 петель после маркера. Эти петли мы оставляем или же на дополнительной нити, или же у меня на вот такую вот булавку. И теперь после 17 ряда мы будем вязать поворотными рядами. То есть, смотрите, 18, 19, 20 ряд мы вяжем поворотными рядами, просто лицевой гладью без прибавок. Вот изнаночную вяжем все изнаночные. Переворачиваем лицевую сторону, вяжем все лицевые. Но помните, в поворотных рядах правило: первая петля снимаем не провязывая, последняя петля всегда изнаночная. Так, то есть 3 ряда 18, 19, 20 вяжем без прибавок. Вот я сделаю первый ряд, я начинаю поворотные ряда, потому я провяжу изнаночной петелькой, чтобы хорошо красиво ложилась петля. А следующие ряды мы первую петлю снимаем не провязывая, последнюю изнаночную. И вот смотрите, 18 ряд у нас будет изнаночный. И мы вяжем все петельки изнаночными до конца ряда. Последняя петелька тоже у нас изнаночная. Вот. Теперь 19 ряд. Тоже все ряды мы вяжем просто лицевой, на лицевой стороне без прибавок. Первую снимаем и вяжем лицевыми. И теперь внимание, в поворотных рядах лицевыми мы вяжем за заднюю стенку. То есть в круговых рядах мы вязали за переднюю стенку. Здесь поворотные ряды и мы вяжем за заднюю стенку, чтобы петли не были перекрученные. Вот такие вот ровненькие петельки у нас получаются. Итак, 19 ряд провяжем лицевыми, 20 тоже вяжем лицевыми. Вот смотрите, 19 ряд, последнюю петлю мы вяжем изнаночной. Это закон поворотных рядов. Так. И 20 ряд изнаночный точно так же вяжем без никаких прибавок и убавок. Вот, первую петлю снимаем и все петли вяжем до конца изнаночными петлями. И последние петельки тоже вяжем изнаночными. Так, итак, у нас 21 ряд. В 21 ряду мы делаем прибавки. Все точно так же, как и в круговых было. То есть вяжем до маркера.
перед маркером и после маркера делаем прибавки. Вот мы делаем прибавки. Так, и после маркера. Все точно так же, только поворотными рядами. 22, 23, 24 3 ряда мы вяжем без прибавок. Итак, смотрите, до 17 ряда мы рассмотрели. Так, потому что 17 ряд, от 17 ряда вяжем поворотными рядами. 18, 19, 20 без прибавки, 21 прибавка, 22, 23, 24 без прибавки, 25 прибавка, 26, 27, 28 без прибавки, 29 прибавка, 30, 31, 32 без прибавки, 33 прибавка, 34, 35, 36 без прибавки, 37 прибавка. Так, вот. После прибавки, после 37 ряда у нас выйдет 80 петель. Вот я провязала 33 ряд. Здесь сделала прибавки последние. Так, и у меня в итоге вышло 80 петель. Плюс 19 петель, помните, снятые на шпильке. И теперь поворотными рядами, без никаких прибавок, мы вяжем на нужную нам длину. И теперь смотрите, если вы хотите, чтобы ваш капор был побогаче, ложился как бы капюшон на плечи, то вы вяжете высоту повыше. Если вы хотите, чтобы он был так вот как бы плоско по голове, тогда вы можете одеть на шею и померить, сколько вам нужно. Я провязала на длину 37 сантиметров. Вот от начала и до конца у меня вышло 37 сантиметров. Вот смотрите, в сантиметрах. Вот до 33 ряда мы делали прибавки. У нас 14 сантиметров вышло. Так. И от прибавок, от окончания прибавок, от 33 ряда я провязала 22 сантиметра. Вот 22 сантиметра. Я провязала в высоту просто лицевой гладью поворотными рядами. И теперь смотрите, наши 80 петель мы делим напополам, это будет по 40 петель. Так? И теперь смотрите, 2 центральные петли мы обозначаем маркерами. То есть у нас выходит так: 39 петель, маркер, 2 петли, маркер, 39 петель. И начинаем делать уже убавки, для того, чтобы капюшон имел анатомическую форму, то есть красиво ложился. Так вот мы вяжем сейчас первый ряд убавок, вяжем лицевой гладью до вот этих 2 последних петель, потому что будем делать убавки. И начинаем вязать обычно первую снимаем, вяжем лицевыми петлями вот здесь до маркера. Вот мы довязали до маркера. Итак, у нас будет первая убавка перед маркером с наклоном влево. Смотрите, как мы делаем убавку. Итак, убавка с наклоном влево. Первую петлю снимаем, вторую петлю вяжем лицевой за заднюю стенку и протягиваем ее через снятую петлю. Вот. Так мы сократили, из 2 петель сделали одну с наклоном влево. Видите? Вот так. Теперь переснимаем маркер, вяжем 2 центральные петли просто лицевыми. Вот так вот. Всегда вяжите так, чтобы косичка смотрела на вас. И теперь мы делаем убавку с наклоном вправо. Смотрите, как мы это делаем. То есть с 2 петель мы вывяжем одну, сделаем убавку. Вот эти вот стеночки петель, первой и второй, мы переворачиваем вот так вот стенками к себе и провязываем 2 петли вместе за переднюю стенку лицевой. Видите? Вот так вот. За переднюю стенку 2 петли вместе лицевой. И у нас получается с вами наклон влево. Извините, вправо.
наклон вправо. И следующие петли мы вяжем лицевыми. Здесь делаем точно так же. Первый ряд у нас были убавки. Теперь смотрите, второй ряд изнаночными без убавок, третий лицевыми без убавок, четвертый без убавок. То есть один ряд убавка, 3 ряда вяжем по рисунку без убавок. Так, вот пятый ряд убавка, 6, 7, 8 у нас будет без убавки. Так, начинаем пятый ряд. Покажу еще раз убавки. Первую снимаем, вяжем лицевыми петельками до маркера. Вот, не довязывая до 2 петли перед маркером, мы делаем в пятом ряду снова убавку. Точно так же убавка с наклоном влево. Первую петлю снимаем, вторую провязываем лицевой за заднюю стенку и протягиваем ее через снятую петлю. Вот так вот. И у нас 2 петелек оказалась 1. Вяжем зазначенные маркером 2 петли центральные. И теперь делаем убавку с наклоном вправо. Повторяю, это пятый ряд. Переворачиваем петельки вот так стенками к нам, задними стенками переворачиваем к нам. Так, переодеваем их на рабочую петлю и провязываем 2 петли вместе лицевыми за переднюю стенку. Вот так вот. И это будет 2 петли вместе с наклоном вправо. Это был пятый ряд. Ну и до конца вяжем все петли лицевыми, последнюю петлю кромочную изнаночной. Пятый ряд у нас с убавками, 6, 7, 8 ряд без убавок. То есть вяжем по рисунку все петли без никаких убавок. Сейчас я вам напишу, чтобы вам была визуализация, чтобы вы понимали. Вот первый ряд у нас был убавки. Так, первый ряд убавки. Второй, третий и четвертый ряд без убавок. Пятый ряд мы сейчас связали убавки. 6, 7, 8 без убавок. Девятый ряд. Вот видите, после 8 ряда мы будем вязать убавки в каждом втором ряду. Так, вот 9 ряд убавки, 10 ряд без убавок, 11 ряд убавки, 12 без убавок, 13 убавки, 14 без убавок, 15 убавки, 16 без убавок. И теперь смотрите, 17 ряд. 17 ряд убавки перед и после маркера. Это будет лицевой ряд. 18 ряд тоже убавки, хотя это изнаночный ряд. И 19 ряд тоже убавки. То есть здесь после 16 ряда во всех 3 рядах мы будем делать убавки. Как делать убавки в лицевых рядах, вы знаете. Я вам хочу показать, как делать убавки в изнаночном ряду. Такой ряд будет только один, но все же покажу вам. Вот смотрите. Вот у нас 17 ряд. Я сделала убавку. Так, вот 17 ряд. Сделала убавку. И теперь у нас будет 18 ряд, то есть изнаночный ряд. Вот видите, убавки с наклоном, их видно. И 18 ряд это изнаночный ряд. И нам здесь тоже нужно будет сделать убавки. Как мы вяжем здесь? Обычным способом первую снимаем, вяжем все петельки изнаночными, не довязывая 2 петель до конца ряда. И вот смотрите, у нас будет 2 петли убавка вправо. То есть первую петлю мы снимаем изнаночную, вторую провязываем изнаночной и протягиваем ее через изнаночную. Это будет 2 петли вместе в изнаночном ряде с наклоном вправо. Так, теперь после маркера вяжем 2 центральные петли изнаночной, первую и вторую, и делаем убавки в изнаночном ряде с наклоном влево. Здесь как бы вот посмотрите внимательно. Вот
мы берем изнаночные петельки и переворачиваем их стеночками к нам. То есть задней стенкой меняем к нам. Вот так вот. И будем их провязывать скрещенной изнаночной. То есть вот смотрите. Мы заводим спицу вот на сам конец. Вот так вот. И вяжем изнаночной. Как бы скрещенной изнаночной. Вот так. Вот таким образом. Видите? Вот такую делаем убавку. И дальше все петли изнаночными вяжем. Поскольку у меня нету возможности показать вам еще раз, потому что только один ряд, я вам покажу еще разок вот здесь. Вот смотрите, вот петли смотрят на нас вот так. Мы их меняем. Меняем стенками. Нитка наперед. Заходим спицей вот сзади. И вот так вот скрещенной изнаночной провязываем 2 петельки вместе изнаночной. Вот. И так сокращаем с наклоном влево. Видите? Я убираю на исходное положение, потому что я вам просто показала. Мы делаем одну только убавку перед маркером и одну после маркера. И вот наш 18 ряд. Мы все петли после убавки вяжем просто изнаночными, так, до конца ряда. Теперь последний 19 ряд. Я тоже его провязала с убавками. Видите, вот убавка вправо и влево. Проверяем, у нас все правильно сделано. И теперь у нас на спице получилось так: 30 петель. Маркер 2 петли, 30 петель. То есть всего у нас вышло 62 петли после убавок. И по размеру 42 сантиметра. Так, вот нитки, которые у меня остались. Еще с 3 моточков основных и 2 дополнительных. Вот так. Если вы сложите капор наполовину, видите, то увидим, что у нас анатомически правильная форма капора. Так, вот после 19 ряда убавок у меня вышло 30 петель. Вот одна половиночка. 30 петель. 2 петли между маркерами и 30 петель. Всего 62 петли вышло после убавки. И теперь эти 62 петли, вот обратите внимание, анатомическая форма нашего капюшона. Вот здесь были прибавки. Здесь мы просто провязали на длину и наши убавки. И теперь наши 62 петли мы просто обычной иглой соединим невидимым трикотажным швом. Для этого нам понадобится 2 чулочные спицы и игла. То есть мы сейчас переснимем наши петли, 62 петли, то есть по 31 петле на каждую спицу. Вот, видите, ровное количество. И нам сейчас нужно невидимым швом, то есть трикотажным швом, соединить наши петли. Мы меряем нитку в 4 раза, как бы отмериваем длину нашего вот этого вот места, где нужно сшить. И смотрите, как мы делаем трикотажный шов. Начало. Вот иглой входим в противоположную сторону, откуда у нас нитка. Вот, видите, снизу вверх. Вот так вот петельки на одной стороне. И на другой стороне точно так же снизу вверх. Вот, снизу вверх. Соединяем не сверху вниз, а снизу вверх. Соединяем первые 2 петли. Вот так вот. И их можно снять уже со спицы. И теперь смотрите, и теперь очень легкие маневры, которые вы должны себе выучить.
вот как рыбка в воде зануривается в воду и выплывает. Вот смотрите, сверху вниз мы иглой входим в нашу петельку и снизу вверх выходим из ближлежащей петельки. То есть соединяем две стенки близлежащих петель. Вот так вот с одной стороны. Так. То же самое делаем с другой стороны. Если у нас нить на одной стороне, то значит движение делаем на обратной стороне. Вот смотрите, петелька одна, мы сверху вниз и снизу вверх выходим. Соединяем, вот у нас косичкой, мы соединяем две стеночки этой косички. Вот так вот. Вот у нас уже образовывается косичка. Обязательно проверьте в начале, правильно ли у вас соединены косички. Так, и эти петельки соединенные мы можем снимать. Теперь снова, смотрите, входим. Сейчас вот входим сверху вниз. Игла — это рыбка, которая входит в воду сверху вниз и снизу вверх подышать воздухом выходит. Вот, видите, у нас косичка вот эта вот, мы ее просто соединяем стеночка к стеночке. Самое главное понять методику первых петелек, потом уже оно наработается и пойдет вам как по маслу. Так? Можете эту петлю сразу снимать, можете оставлять, если боитесь, что ее потом не найдете. Вот, я как бы сразу снимаю, то вы уже сами по себе смотрите. Так, теперь смотрите, теперь в этом ряду вот я вхожу в петельку сверху вниз и снизу вверх, подхватывая петли, выхожу. То есть еще раз повторяю, как рыбка, вот, которая плывет. Вот сверху вниз захватываю соседку и сверху вниз выплываю подышать свежим воздухом. И вот таким образом соединяю петельки. Не можете сильно натягивать, но и не можете оставлять вот как бы свободно петли, потому что некрасиво ляжут. Здесь можете себе подтягивать на нужную вам длину. Аккуратно, не спешите, чтобы вот этого шва у вас не видно было. Вот. Теперь смотрите, видите, можете снимать вот так вот. Сняли петлю, чтобы ее потом не искать. Вошли сверху вниз, снизу вверх, вышли. То есть соединили две стенки петель. Вот. На одной стороне протянули ниточку. Подтянули ее. И теперь то же самое делаете здесь. Вот. Вот я сразу снимаю петли. Если вы путаетесь, то можете оставлять на спице и снимать как раз перед тем, как будете соединять. Вот видно, видите, косичка, мы входим сверху вниз и здесь захватываем соседнюю и снизу вверх выходим. И таким образом соединяем все наши 31 пару петель. Вот последние петельки мы сделаем с вами вместе. Так. Вот. Так, соединили. У нас остаются последние петли. Вот смотрите, если нитка на этой стороне, значит соединяем противоположную. Вот, соединили эти две последние петли. Так. И здесь точно так же ищем косичку и соединяем ее. Вот так. Теперь вытягиваем эти петельки и делаем последний шаг. Вот видите, с этой стороны, значит, мы входим. Вот так вот у нас выглядит. Мы входим снизу вверх.
Так, затягивая петлю. И здесь то же самое, снизу вверх и затягиваем петлю. И все, и наш трикотажный шов готов. Теперь эту ниточку мы ее прячем. Можно сделать узелочек, то есть как бы зафиксировать это все. Вот. Видите? И теперь я иголку просуну в изнаночную сторону вот сюда и протяну это наше окончание. Так. И вот так вот красиво, ничего не заметно у нас вышло. Вот наш трикотажный шов, его даже практически не видно. До ВТО, может, будет маленькая полосочка видно, но после ВТО ее практически не видно будет. Только, повторяю, обязательно следите за тем, как вы сделали. Если там где-то у вас свободно ниточки, подтяните их. Если сильно натянуто, то расслабьте. И вот проверили, все в порядке, ничего подтягивать не надо. И теперь прячете вот эту вот нитку. Вот так у нас получилось. И все готово. Вот у нас осталось 3 моточка основных кусочки и 2 дополнительные. Вот такое вот количество ниток у нас еще осталось. Теперь нам нужно 2 основные нити и 2 дополнительные. И что мы делаем? Нам понадобится теперь спицы номер 4,5 и длина шнурка, ну, как можно длиннее. Я возьму себе самую длинную, она вместе с спицами будет 80 сантиметров. Так, и смотрите, что мы делаем дальше. Мы сделаем кулиску, то есть обвяжем наш капор. Теперь мы на спицы поднимаем вот эти вот петельки, которые оставили на дополнительные нити, или в моей ситуации на булавке. Вот наши 18 петель. Маркер мы тоже оставляем. И теперь поднимаем петли. Смотрите, что мы делаем. Вот у нас идет косичка, чтобы все было ровненько. Так, мы с этой косички поднимем петлю. Так, и теперь что делаем дальше? Вот у нас, гляньте, видите, две такие косички, 2 дырочки побольше, а между ними дырочка поменьше. Вот. Мы делаем так. С дырочки побольше вытягиваем петлю. С дырочки между петлями вытягиваем петлю. Так. И вот с этой косички вытягиваем петлю. Дырочка между косичками остается. Снова косичка, дырочка между косичкой. Я так уже, извините, стараюсь объяснить, чтобы было понятно. И косичка. Дырочку между косичкой оставляем. Снова косичка, дырочка между косичкой. Вот. Соединение косичек здесь видите, вот такая вот дырочка вместе, где соединяются 2 косички. Мы ее провязываем. Мне на камеру не очень удобно. Не спешите, посмотрите, чтобы вы поняли. И вот косичка. Так. Следующая дырочка между косичками оставляем. То есть мы вяжем, провязываем косички и дырочки между ними. Только одну дырочку провязываем, вторую дырочку оставляем. У нас вот такая вот косичка образовывается. И так вяжем, соединяем полностью нашу кулиску. Так, вот. Мы соединили на спицы номер 4,5 80 сантиметров. Я подняла 148 петель. Можно бы было там поднять 150 петель, но я видела, что некрасиво будет дырочка, потому я подняла 148 петель. И вяжу, повторюсь, в 2 основные и 2 дополнительные нити. Теперь смотрите, я провяжу вот эти петли нашего как бы подбородка, 9 петель до маркера.
те, которые были сняты. Так. Я провяжу их просто лицевой гладью. Вот. И теперь от маркера начинаю вязать резинкой 1 на 1. Наши 148 поднятых петель. Возможно, вы поднимете 146, возможно, поднимете 150 петель. То есть здесь уже как бы нету большой особо разницы. И вяжем. Главное, чтобы были четное количество петель. И вяжем резинкой 1 на 1. Одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная. Очень важно понять, как поднимать петельки. Вот. Одна лицевая, одна изнаночная. И так резинкой 1 на 1 я провязала 20 рядов. Вот когда провяжем 20 рядов, встречаемся здесь на маркере. Вот я провязала 20 рядов резинки 1 на 1. Вот. И будем делать кетлевку, то есть будем соединять вот эту вот резинку. Теперь берем спицы 3,5, 80 сантиметров или 60 сантиметров. Чем длиннее, тем лучше. И мы должны одеть на вот эти спицы точно столько же петель, сколько есть у нас на основной спице. То есть там, где начало и конец ряда, вот видите, изнаночная петля, и здесь такая вот как бы не то шишечка, не знаю, как ее назвать, и мы ее поднимаем. Лучше всего смотреть по резинке и поднимать. Вот, вот видите, такой бугорочек, такая шишечка, и мы поднимаем эти петельки. Здесь поднимаем 9 петель, тех, которые у нас были на дополнительной нашей шпильке, булавке. Или у вас, возможно, на нитке дополнительной. То есть мы поднимаем 9 вот этих вот петель. Так. Спицы можете взять даже не 3,5, можете и потоньше взять. Легче будет поднимать. Теперь смотрите. Теперь вот здесь вот мы провязывали нашу кулиску. И вот у нас такая косичка образовалась. А под косичкой, если посмотреть, видите, вот такие вот узелочки. И с этих узелочков мы будем вытягивать наши петельки. Можете взять себе даже другую чулочную спицу, потом переснимите, как вам удобней. Видите, вот такие вот узелочки. Вот. То есть вот эти вот узелочки мы поднимаем. Это будут наши петельки. Еще раз повторюсь, на вот этой вот спице у нас должно быть точно столько же петель, сколько у нас на главной спице. То есть если у меня 148 петель на кулиске, то здесь я должна поднять тоже 148 петель. Так. И поднимаем вот эти наши петельки. Еще раз повторюсь, за косичкой будут вот такие вот бугорочки. Видите, вот. Вот такой бугорочек. И мы его просто поднимаем. И вы поднимаете полностью 148 петель. Или же, повторюсь, если у вас, например, 150 петель, то здесь вы тоже должны поднять 150 петель. Вот наши петельки, и теперь мы будем их соединять между собой, то есть делать кетлевку. Как мы делаем? Вот смотрите, мы их соединяем. Эту спицу мы можем убрать так подлиннее, чтобы она нам не мешала. То есть нам нужно соединить вот эти вот наши петли вместе. Так, вот. И я вам покажу, как мы это делаем. Вот смотрите, у нас начинаем с лицевой петли. Так, вот
Вот у нас такая бирюзовая или зеленая спица, это основная спица, и посветлее спица это та дополнительная спица. Вот у нас лицевая петелька. Мы ее переворачиваем так, чтобы она смотрела на нас, и переодеваем на дополнительную спицу. Так, и вяжем здесь 2 петли, ту, которую мы пересняли, и следующую вяжем 2 петли вместе лицевой. Вот так. Так, 2 петли вместе лицевой. Теперь изнаночную петлю мы, не переворачивая, как есть, так есть, переснимаем на вот эту спицу. Так, вот смотрите, изнаночная петля, мы ее не переворачивая, просто переснимаем на спицу пониже и вяжем 2 петли лицевой за заднюю стенку. Вот так вот 2 петли лицевой за заднюю стенку и протягиваем ее через следующую петлю. Вот так. Вот. Теперь снова лицевая. Лицевую петлю берем за переднюю стенку, так, чтобы косичка смотрела на нас, и переодеваем на вторую спицу. И вяжем 2 петли вместе лицевой. И эту петлю протягиваем через следующую петлю. Вот так. И так далее. Теперь изнаночная петля. Мы ее переснимаем с одной спицы на вторую. Вяжем лицевой за заднюю стенку. И протягиваем ее через следующую петлю. Вот таким образом у нас получается, видите, вот такая вот косичка. Делаем кетлевку. Самое главное, вот эта лицевая петелька. Видите, вы ее вот так вот, как она есть, переснимаете так, чтобы косичка смотрела на вас. Вот, вот так вот. И вяжете 2 петли вместе лицевой. И протягиваете ее через следующую петлю. Вот. Так, ну еще изнаночную разок покажу. Изнаночную мы никак не перекручиваем, как она есть. Вот так ее и переснимаем на вот эту вот спицу. И вяжем 2 петли вместе лицевой. И протягиваем ее через следующую петлю. И таким образом мы сокращаем все наши петельки. Еще хочу подсказать очень важный момент. Смотрите, когда вы делаете здесь сокращение, то ни в коем случае не стягивайте, потому что вы стянете изделие, вот, и у вас будет, видите, вот так вот не очень красиво показано. Я постаралась пару петель стянуть, чтобы вам показать. Когда-то я делала первый раз такую кетлевку, я очень стянула, и было некрасиво. То есть здесь делайте посвободнее, оно потом после стирки все вам уляжется. Делайте посвободнее. Так, и теперь смотрите, вот мы сделали по кругу, и у нас последние петельки остались 2. То есть мы делаем вот их 2 вместе, перебрасываем, и здесь протягиваем, вот, и все, конец. Мы соединили полностью все. Так, здесь ниточку отрезаем и вот так, таким образом протягиваем, делаем как бы такой узелочек. И потом эту нитку мы иглой спрячем где-то в середину капора, чтобы не было видно. Так, вот. Эту ниточку мы потом ее спрячем. И у нас получается вот такая вот двойная резинка, вот такая вот кулиска.
Вот так ровненько у нас получилось с лицевой стороны, а с изнаночной стороны у нас вот такая вот косичка, такое соединение. То есть здесь прутик такой видимый, а когда мы сделаем ВТО, то практически не будет вот так вот отличаться сильно. То есть пух обволакивает всю нашу образовавшуюся ткань, и очень красиво получится. Вот смотрите, вот у нас готов полукапор. И он не очень, ну, кому нравится, можете так сделать, как бы, но я бы хотела на шее немножко продлить. Значит, здесь, как вы помните, кулиску мы делали в две основные, две дополнительные нити, а дальше манишку с нашим регланом мы будем делать так же, как и капор, в 3 основные нити и 2 дополнительные. Так, то есть я здесь беру 4-й моточек, так, 2 вот эти дополнительные. Из 4-го мотка я беру со середины мотка и с края, и плюс беру кусочек из тех мотков, которые у меня остались. Вот. Теперь дополнительную нить я снимаю, срезаю. И переодеваю петли на спицы номер 5,5, то есть наши рабочие основные спицы. Так. Первые петельки будут, возможно, не очень удобно. Главное найти петлю. Так, вот она петелька. И мы ее переснимаем. Если вам тяжело, например, на 5,5, то можете переснять на спицу потоньше. Если вам будет удобнее, если у вас нету наработанной техники, то лучше возьмите спицу потоньше. Вам будет легче просто. Я беру сразу рабочую спицу размером 5,5. Так, вот. И видите, я ее все время держу, эту петельку, чтобы она мне не убежала, не распустилась. Так, и вот теперь первые петли, они как бы не очень удобно распускаются, а потом все очень идеально и удобно. Вот. И берем каждую петельку. Вот, видите, потянули, у вас сразу петелька. Вот она. И поднимаем наши 78 петель. То есть у вас здесь должно быть 78 петель. Вот мы одели все наши 78 петель на нашу основную спицу 5,5, присоединили нашу нить, то есть 3 основные и 2 дополнительные нити. Так, и теперь делаем регланные линии. Вот у нас 78 петель. Значит, смотрите, я по одной петле взяла на регланную линию. Так, вот. Петельки, которые я зазначила маркерами, 4 петли. Вот они. Видите, по одной петле. Вот. Это наши регланные линии. То есть 78 минус 4 петли на регланные линии. Осталось 74. И теперь стандартно. 74 делим на 3. У меня вышло 24,6. То есть приблизительно 25 петель. Но поскольку мне спереди нужно количество петель, которое делится на половину, то я сделала вот так вот. 25 петель переда и спинки. На петлях спинки, вот посмотрите, видите, здесь начало и конец ряда посерединке на подбородке. То есть мне здесь надо одинаковое количество петель. Не могу 25 поделить пополам. Потому со спинки я беру одну петлю вот сюда наперед. 25 плюс 1, 26 петель. А на спинке 25 минус 1 у меня остается 24 петли. Так, и третий кусочек 24 петли делю на 2, то есть 12. И вышло у меня так, по 12 петель на рукава правый левый, 24 петли спинка, 12 рукав и 26 петель перед. И теперь вяжем по кругу. Так, вяжем такой себе реглан. То есть нам надо провязать, чтобы у нас вот эта манишка ложилась спереди,
по бокам, на плечах, чтобы было тепло и действительно не задувало, чтобы этот капор не только был красивый, но и практичный. Так? И вот смотрите, мы вяжем 13 петель, так, до первой регланной линии от серединки. И это у нас будет начало и конец ряда. И теперь делаем так. В каждых лицевых рядах мы делаем прибавки. Так, вот. Начинаем первый ряд. Вот у нас первая регланная линия. Одна петелька. Так. Дальше маркер. И делаем прибавку с наклоном влево. Как мы делаем прибавку? То есть мы с протяжки протягиваем петлю вот таким вот образом. И за заднюю стенку вяжем скрещенной лицевой. Вот, делаем прибавку. Так. Теперь вяжем все петельки лицевыми до следующей регланной линии. Вот, провязали 12 петель рукава. Так. Последние петельки. И теперь снова перед каждым маркером и после каждого маркера делаем прибавки. Вот здесь будет прибавка с наклоном вправо. То есть одеваем вот так и за переднюю стеночку вяжем лицевой с наклоном вправо. Переснимаем маркер, регланная линия лицевой, одеваем маркер и после маркера вяжем петлю с наклоном влево. То есть вот так вот одеваем петлю. Смотрите, вот так мы вяжем и за переднюю стенку с наклоном вправо, а вот так и вяжем лицевой за заднюю стенку. Это будет с наклоном влево. То есть после маркера мы всегда вяжем с наклоном влево, перед маркером с наклоном вправо. Так. И снова вяжем 24 петли спинки. И снова перед маркером делаем прибавку с наклоном вправо. Вот. Так вот и вяжем лицевой скрещенной за переднюю стенку. Потом регланную линию вяжем лицевой. И после маркера делаем прибавку с наклоном влево. Поднимаем вот так вот петельку с протяжки и за заднюю стенку вяжем лицевой. Так, то есть в каждом втором ряду первый ряд мы провязали без прибавок. Второй ряд мы вот сейчас делаем прибавки, то есть перед маркером и после маркера каждого мы делаем прибавку с наклоном вправо и влево. Вот. Довязываем второй ряд до конца. Красный маркер — это у нас будет начало и конец ряда. И делаем прибавку. Здесь делаем прибавку с наклоном вправо. Так, привязываем за переднюю стеночку. Так, следующий ряд мы вяжем без прибавок. Третий, четвертый ряд мы делаем прибавку. Пятый ряд снова без прибавок. Теперь смотрите, еще раз повторюсь. Первый ряд весь ряд провязали лицевыми. Второй ряд перед и после маркера делали прибавки. Я здесь накид написала, так. Третий ряд все лицевыми. Четвертый прибавки. Пятый все лицевыми. Шестой делаем прибавки. И здесь я сделала ошибку, 2 раза 12 ряд написала. То есть видите, 12 ряд вот
10, 12, видите, 13. То есть здесь ошибка. В 12 ряду прибавки, 13 нет. 14 прибавки, 15 нет. И вот еще хочу вам показать наклон влево и вправо. L это с наклоном влево перед регланными линиями. И P это наклон вправо. Вот сделайте себе скриншот. После всех прибавок, то есть после 15 рядов, у меня вышло 134 петли. 4 петли регланные линии и 130 петель в основном. 38 спина, 40 перед, 26 петель рукава. Так. Вот то, что у меня вышло после 15 ряда. То есть мы 7 раз, 7 рядов сделали прибавок. Так, теперь смотрите. Теперь что мы делаем? Маркер уже нам не нужен будет. Так, вот начало и конец ряда. И смотрите, что мы делаем. Петли переда. Вот последняя петелька переда. Так. Плюс петля регланной линии. Вот это вот. Тоже забираем ее наперед. Вот так вот. Маркера нам уже не нужны. И теперь петли рукавов и спины мы одеваем или же на дополнительную нить, или как у меня на леску. Так. Вот. Петли переда. Мы сейчас будем работать с петлями переда и будем вязать их поворотными рядами несколько рядов. Вот смотрите, первый ряд. Первая петля переда и регланных линий двух я снимаю и вяжу поворотными рядами лицевой гладью. В данной ситуации изнаночный ряд, значит я вяжу все петли изнаночными. Так, то есть у нас спереди вышло 40 петель плюс 2 петли регланных линий, то есть 42 петли мы сейчас вяжем поворотными рядами. Вот 1 петля реглана, 40 петель переда. Вот 40 петель переда, и вторую петлю реглана мы тоже забираем на петельки переда. Маркера уже нам не нужны будут. Вот так. Вот. Все, у нас вышло с вами на перед 42 петли. То есть теперь я делаю здесь такую вот заглушку. И мы работаем только с петлями переда. Если у вас нету съемных спиц, тогда вам понадобится 2 размера спиц. Или же оденете на нить спицы спинки и рукавов, а на свою основную спицу будете вязать дальше перед. Вот смотрите, регланная линия у нас вышла 6 сантиметров. То есть уже у нас не будет голая шея, так скажем, на нашем капоре, капюшоне, а будет вот такая вот спереди манишка и сзади тоже вот как бы такой регланчик. Так, и теперь мы провязываем поворотными рядами спицами 5,5. Так, вяжем в принципе вяжите на нужную вам длину. Вы можете провязать себе сколько хотите. Я провяжу себе 6 рядов, то есть 3 лицевые, 3 изнаночные, 5 сантиметров. Так, обычными лицевыми рядами. Вот я провязала себе 6 рядов, мне достаточно. Я не хочу манишки очень длинной. Если вы хотите себе грудную клетку закрыть как бы полностью, утеплить, тогда провязывайте себе длиннее. Я провязала 5 сантиметров. Вот 5 сантиметров, 6 рядов для меня достаточно. И теперь я мою манишку буду закруглять. То есть буду на краях делать убавки. Вот, кстати, из маленького моточка у меня, в принципе, уже заканчивается. Я присоединю второй моток из тех трех, что вязала капор. Так, и теперь делаем убавки или же закругление. Так, как мы делаем закругление? Вот смотрите, как мы делаем убавки. Убавки мы делаем в каждом лицевом ряде. То есть в изнаночном нет, в лицевом делаем убавку. Вот первую кромочную снимаем,
Так, теперь смотрите, переворачиваем петли стенками задними к нам. И провязываем их лицевой за переднюю стенку. Так, вот 2 вместе лицевой. Так, сделали убавку. Следующие петли вяжем все лицевые. И встречаемся на 3 последних петлях. Вот здесь вот. Вот, провязали все лицевые. Теперь смотрите. Вот, провяжем. У нас остаются 3 петли. Вот 3 последние петли. Здесь тоже делаем убавку. То есть здесь вяжем 2 петли вместе лицевой. Вот так вот за заднюю стенку. Видите, ничего не переворачивая. Вяжем 2 петли вместе за заднюю стенку. И последняя петля кромочная. Вот так. В изнаночном ряде все петли вяжем изнаночной. В следующем лицевом снова делаем точно такую же убавку. То есть мы убавляем, делаем убавки до тех пор, пока у нас из 42 петель не останется 24 петли. Покажу еще один ряд, как делаем убавку. Вот, первую кромочную снимаем, переворачиваем петельки с стеночками к нам и вяжем 2 петли вместе за переднюю стенку лицевой. Вот так вот. 2 петли вместе лицевой. Так, следующие петли вяжем лицевой, лицевые. Последние 3 петли. Так, 2 петли вяжем 2 вместе лицевой за заднюю стенку и последняя кромочная. И так повторяю, вяжем изнаночный ряд, просто вяжем изнаночными, лицевой снова сокращаем. То есть сокращаем в каждом лицевом ряду. И повторюсь, пока у нас не останется 24 петли. Как останется 24 петли, встречаемся с вами. Вот смотрите, у меня осталось вот здесь 24 петли на спице, видите? И мы сделали такой как бы полукруг, сократили петельки. Что делаем теперь? Я сейчас померяю, сколько у меня сантиметров. Вот отсюда вышло от начала реглана. Вот 16 сантиметров у меня вышло. Еще раз повторюсь, если вы хотите манишку подлиннее, то есть можете вязать подлиннее и потом сокращать. Так, теперь что мы делаем? Мы будем все наши петельки вокруг обвяжем и провяжем резинкой, ну, чтобы какой-то вид у нас был. Так, вот смотрите. Здесь то же самое, поднимаем петли. Видите? Вот точно так же, как мы делали спереди, когда делали кулиску. 2 косички и между ними дырочка. В первую дырочку мы поднимаем, вторая дырочка между косичками пропускаем. Снова первая поднимаем, вторая пропускаем. Вот сейчас покажу, чтобы вам было понятней. Вот смотрите. Скажем так, первая дырочка или косичка. Так, дырочками, как бы промежуток между косичками. Вот. Мы провязываем. Дальше. Видите, вот есть такая между косичками маленькое пространство. Маленькая дырочка. Мы с нее вывязываем вторую петлю. И с косички вывязываем третью. Следующее пространство между косичками пропускаем. И снова косичка. Из косички вывязываем петельку. Дальше пространство между косичками. Вот это вот маленькая такая дырочка. Надеюсь, вам видно. Очень хочу, чтобы вам было понятно. Так, с вот этой вот дырочкой вывязываем петельку. И с косички снова вывязываем петельку. Следующую дырочку пропускаем и так далее вяжем. Обязательно помните, что мы должны поднять столько же петель на одну половинку и столько же на вторую половинку, чтобы не было у нас, например, на правой половинке мы подняли 22 петли, на левой 30.
То есть стараемся поднимать такое же самое количество петель. Так, и вот смотрите, вот здесь вот у нас не будет 3 петли, так как мы делали косичка, дырочка между косичками, косичка. Здесь будет одна петелька, и вот регланная линия у нас. И мы входим в эту регланную линию и с нее вытягиваем вторую косичку, вторую петельку. Так, вот 2. И теперь соединяем, видите. Вот здесь мы повесим маркер, это будет у нас начало и конец ряда. Так, теперь вяжем по кругу. Вяжем все петли лицевыми. Как бы соединяем, так, соединяем наши петли до вот этого вот, вот этой вот заглушки. Вот мы довязали, и вторую сторону мы тоже должны поднять точно такое же количество петель. То есть смотрите, мы делали так, поднимали петлю с регланной линии, вот, плюс петлю ближлежащей косички, 2 петельки. Так. Точно так же, как мы поднимали вот здесь. Вот. И теперь снова делаем точно так же. Косичка, дырочка между косичками, поднимаем. Так, косичка. Следующую дырочку между косичками пропускаем. Вот это вот так. И снова косичка. Вот это вот дырочка между косичками. Иногда петелька теряется, ничего страшного, пробуйте еще раз. Вот так, дырочка между косичками и косичка. Следующую дырочку пропускаем. И так соединяем все петельки. Теперь, если у вас вот эти вот петли на нитке, то мы их переснимаем. Если на леске, так же как у меня, то вяжем дальше. Вот мы начало и конец ряда, и теперь начинаем первый ряд вязать резинкой 1 на 1, то есть обвязываем. Видите, вот лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И вяжем вот так резинкой 1 на 1, целый ряд по кругу. Я подняла 152 петли и вяжем по кругу, встречаемся на втором ряду резинки вот здесь вот. Вот я провязала свои 152 петли. Так, и теперь смотрите, вот наш угол, чтобы наш полукруг не закручивался, чтобы был ровненький. То есть мы вот здесь на углах сделаем по 2 петли изнаночные, то есть из одной изнаночной вывязываем 2. Смотрите, как мы делаем. Вот сейчас резкость немножко поправлю. Вот наша изнаночная петля на угол нашей манишки. Мы из этой изнаночной вывязываем изнаночную одну и изнаночную вторую. То есть из одной изнаночной нам надо вывязать 2 изнаночные петельки. Таким образом мы как бы край вот этот расширяем, и у нас полукруг не будет стягиваться. И дальше вяжем резинкой 1 на 1. Вот. Вяжем резинкой по кругу и встречаемся вот здесь. Вот тоже покажу вам, как здесь. Вот смотрите. Вот у нас там, где мы поднимали петли. Вот лицевая. И видите, изнаночная петля. Так, где полукруг у нас заканчивался. То есть мы здесь тоже с одной изнаночной сделаем 2 изнаночные, чтобы красиво ложился наш полукруг на манишке, чтобы не стягивался. То есть мы вот так вот со стенки изнаночной делаем одну изнаночную петельку
и вторую изнаночную. Вот, и вторую изнаночную. И дальше вяжем по рисунку лицевая и изнаночная. То есть все остальные ряды мы будем вязать теперь уже по рисунку. У нас как бы на кутиках нашей манишки будет по 2 изнаночные петли. В конце увидите, что эти 2 изнаночные петли как бы красиво дают расположение полукруга на нашей манишке. И дальше вяжем резинкой 1 на 1. Я в сумме резинки провязала 5 рядов. И повторюсь, подняла 152 петли. Не обязательно вы поднимете столько же. Можете поднять меньше или больше, но обязательно, чтобы петли были кратны 2, потому что вяжем резинку 1 на 1. Так. Вот. Можете провязать себе на длину, какую вы захотите. Я провязала себе 5 рядов. И вот смотрите, 5 рядов. Сколько у меня тут вышло сантиметров? 3 сантиметра будет. Вот. Вот. 2, ну, 3 сантиметра. Даже может 2,5. Вот. Ну нет, почти 3 сантиметра будет резинка. Так. Вот. Теперь мы маркер убираем. Он нам не нужен. 5 рядов резинки я провязала и буду сокращать. Смотрите, как я сокращаю. То есть я вяжу так. Лицевую вяжу лицевой. Изнаночную вяжу изнаночной и протягиваю ее через лицевую. Таким образом я делаю сокращение. Сокращение получается тоже красиво, оно не закручивается, косичка ложится ровно и очень аккуратно выглядит. Так, дальше вяжем лицевую лицевой и протягиваем через близлежащую петлю. Вот. Изнаночную вяжем изнаночной и протягиваем ее через ближлежащую петлю. Вот так. И так вяжем по кругу, закрываем петли. То есть лицевую петельку мы провязываем лицевой и протягиваем ее через следующую петлю. Вот покажу еще разок. Вот так. Изнаночную мы вяжем изнаночной и протягиваем ее через следующую петлю. И у нас в итоге выходит вот такая вот красивая косичка. И так вяжем по кругу. Вот у нас осталось последние петельки. Мы их с вами закроем вместе. Вот, изнаночную вяжем изнаночной, протягиваем через следующую петлю. И это у нас вот здесь будет еще одна изнаночная, та, которую мы вязали, так. И протягиваем ее через ближлежащую петлю. И все. Мы провязали нашу манишку, обвязали резинкой, отрезаем нитку. И спрячем ее иглой, чтобы было аккуратненько. Вот все, что у меня осталось. Смотрите, моточка с 2 моточков основной нити, из 2 моточков дополнительной нити. Мне эти ниточки пригодятся на вязание шнурка. И вот смотрите, эту нитку мы завязываем, делаем узелок и прячем ее иглой. Теперь из остатка ниток мы сделаем шнурок. Для шнурка нам понадобится игла и чулочные спицы. Шнурок будем вязать в 2 основные и 2 дополнительные нити. Вот. Если у вас есть шнуроплет, то, конечно же, легче и быстрее такой шнурочек сделать шнуроплетом. Шнуроплетом такой шнурок можно сделать за 15-20 минут. Я обязательно вам сделаю
сниму видео, как пользоваться таким шнуроплетом. Я его заказывала на AliExpress. Тоже ссылку вам обязательно оставлю. И готовлю видео специальное. То есть он стоит недорого и очень быстро вяжет шнурки. Ну а исходя из того момента, что может не каждый имеет такой шнуроплет, я покажу вам, как вязать вот такой вот полый шнурок обычными чулочными спицами. Мы самым обычным способом набираем 4 петли. Я набираю в 2 основные, 2 дополнительные нити на спице номер 3, чулочные спицы. Так. И теперь смотрите, в идеале, если мы набираем петли, то мы вяжем, переворачиваем петли, так, и как бы вот вяжем вот так, в такой позиции. Вот, берем и вяжем. Здесь нет. Этот шнурок мы будем вязать методом I-cord, потому мы перетягиваем наши 4 петельки на конец спицы и вот будем вязать вот так. Нить у нас как бы неправильно ложится. Так, за переднюю стенку, первую петельку, первую в принципе и до последней мы вяжем лицевыми за переднюю стенку. Ой, выскочила мне петелька. Так, вот все 4 петельки мы вяжем лицевой за переднюю стенку. Этим методом тоже очень легко и просто вязать шнурок, просто немножечко дольше. Шнуроплетом намного быстрее. Но если вы не делаете как бы много изделий, то вам можно посидеть вечер и за вечер сделать вот такой вот шнуроплет. Мне, по-моему, он минут 40 я делала его. Это исходя из того, что вам еще делала на камеру. И вот снова перетягиваем нашу работу на обратный конец спицы. Так. И снова методом I-cord снова вяжем то же самое. Все петельки лицевыми за переднюю стенку. Вот так вот. Так. Снова перетягиваем на конец спицы, на обратный конец. Видите? И снова вяжем все петли лицевыми. Итак, я вязала, пока у меня не закончились нитки. Как раз на вот этот шнурок я довязала, и у меня вышло 4 основные мотка и 2 дополнительные. Вот. И таким образом мы вяжем наш шнурок. Та ниточка, которая у нас была при наборе, мы ее вставляем в иглу. Или можете это сделать в конце работы. И просто протягиваем через серединку. Так, и прячем ее. Вот смотрите, у нас получается вот такой вот полый шнурок. Почему полый? В середине он пустой. Из 4 спиц лицевой гладью. Видите, вот такой шнурок у нас получается. Вот покажу еще раз. Перетягиваем работу на конец спицы, натягиваем и вяжем все петли лицевыми за переднюю стенку. Вот так вот. Вот такой шнурочек у нас выходит. И так далее на ту длину делаем, которая нам нужна. Теперь смотрите, вот этот вот кончик нити мы протягиваем в иголку. Можете, в принципе, это сделать на самый конец. Я еще сделаю такой вот узелок на конце, чтобы у меня ничего не распустилось. И иголку ввожу в середину вот этого шнурка и протягиваю нить. Видите, ненужный кусочек я просто отрезаю. И вот такой вот шнурочек у нас выходит. Так, и вяжем так на нужную нам длину. Вот у меня последние ниточки. Я их тоже самое сделаю. Вот так вот закрою. Смотрите, как мы закрываем. То есть протягиваем опять на конец спицы. И иглой собираем эти 4 петли. Так.
стягиваем и пару раз можно прошить, чтобы они не распустились. Вот все 4 петельки собираем и делаем узелок. Вот. Я узелок сделала, чтобы ничего не распустилось. И в середину вот этого шнурка ввожу иголку с ниткой, чтобы спрятать конец нити. Вот так. Видите? И шнурочек красиво завершен. Если там какая-то ниточка осталась, то можно ее поправить. Вот такой шнурок у меня вышел. В принципе, я израсходовала полностью все 4 мотка основной нити и провязала шнурок на длину, насколько у меня хватило нити. Вот, у меня вышел шнурок 135 сантиметров. Вот. Шнурочек 135 сантиметров. Ну, как по мне, в самый раз. Я на конце шнурочков, когда шнур как бы поместила в середину кулиски, то я считаю, что в самый раз получилось. Я сделала вот так вот в булавку, так мне удобнее было поместить. Нашла серединку кулиски на подбородке. И вот так вот как бы поместила в середину кулиски этот шнур. Когда шнур был помещен в середину кулиски, то я на концах завязала маленькие узелочки, и ну, мне так удобнее, красивее. Вы можете просто пустить, то есть он и так не развяжется, потому что в моей ситуации он достаточно длинненький. Вот, теперь, что касается ВТО, повторюсь. Смотрите, девочки, если вы делаете плечевое изделие, свитер, кофту, то ни в коем случае не стирайте в горячей воде, потому что изделие из пухонорки будет действительно пушистее, но вы смоете тот воск, который предотвращает к отышкам. Раз это головной убор, то я могу себе позволить немножко теплее воду, не такую уже кипяченую, горячую, но такую достаточно теплую воду. И вот смотрите, я перестернула, вода немножко, скажу вам так, может окрасилась, видите, голубой цвет, ну и плюс пух вылинял. Я добавляла сюда специальный такой вот порошок для шерстяных изделий и немножко дала своего шампуня. Всегда так делаю, потому изделия из пухонорки, они пушистые. Смотрите, вот уже после первой стирки, смотрите, какой пушистик. Он очень пушистый, можно еще под проточной водой ее сполоснуть. Ни в коем случае не делайте стирку, не трите между собой. Нельзя этого делать. Просто вот как бы пожомкайте ее. И во второй воде я уже сделала в холодной. Холодная вода, прополаскиваете изделие. Вот смотрите, сразу как он распушился. Сразу видно, что изделие очень пушистое. Сразу же повторюсь, я не делаю таких маневров на кофты и свитера, потому что не хочу, чтобы они образовывались катышкой. У меня есть свитера, которым по 5 лет, и ничего с ними, как бы никаких катышек нету. Вот. И разглаживаем на полотенечко и просушиваем. Вот я уже вижу, как он распушивается. Можно взять вот такую вот мягкую щетку и немножко по волокнам пройти щеткой в разные стороны. В одну сторону, в другую сторону. Не бойтесь, что пух останется на щетке. Да, немножко останется, но по крайней мере изделие не будет сыпаться. Да, вот, смотрите, видите, на щетке у меня немножко пуха собралось, но ничего страшного, ничего критического. По крайней мере, мой капор очень-очень пушистый. Девочки, это правда ниткотерапия, потому что вязала капор и смотрела на него и просто отдыхала. Я желаю вам точно того же. Вот это все, что у меня осталось из 4 мотков. То есть у меня осталось только 2 мотка дополнительной нити. А так, в принципе, все 4 мотка пошло на вот этот капор. Вот смотрите, он высох. И видите, какой он пушистый. Это просто наслаждение. Я не могу налюбоваться. Я желаю вам попробовать эти нитки, если вы не пробовали еще. Теперь поговорим о замерах после ВТО. Значит, смотрите, после ВТО, раз вы в такой достаточно теплой воде его стираете, значит, будет немножко усядка.
То есть он немножечко на пару сантиметров уменьшится. Вот изделие после ВТО, в принципе там на несколько сантиметров, но я вижу разницу. И сейчас я вам померяю, сколько сантиметров у меня вышло, в итоге вышел капор. Вот длина самого капора до регланной линии у меня 41 сантиметр. Так, ширина 24 сантиметра до кулиски, и с кулиской 27,5 сантиметров. О, Мия, простите. Это дубль 10, и она все время вот как бы хочет вам показаться, наверное. Так, теперь размер вот этого нашего, скажем так, наших реглана 7 сантиметров. Длина манишки спереди. Вот. Сейчас померяю. 18 сантиметров. Я надеюсь, вы любите котов и кошек, собачек. Вас не раздражает то, что Мия в кадре. И теперь смотрите, вот у нас сравните, сколько сантиметров было до ВТО, и теперь я померяю, сколько сантиметров у меня от самой длины, от расширения до сужения. Вот смотрите, 19 сантиметров. Видите? То есть усадка такая вот, есть ниточки. Так, ну и шнуровка там, по-моему, на 2 сантиметра тоже усадка получилась. То есть поменьше. О боже, Мия. Вот. Ну и такое изделие у меня получилось. Номер цвета вот этой вот ниточки 826. Этикетку вы видели. И еще я не сказала окружность моей головы, 56 сантиметров. Ну и что, милые девочки, воздушных, послушных вам петелек. Я надеюсь, что у вас все получится по моему мастер-классу. Если нет, то пишите, постараюсь вам помочь. И еще такое объявление. Моя подписчица хотела бы связать такую лавандовую паутинку, которая есть у меня на канале. Девочки, которые меня смотрят, если кто-то вяжет на заказ, потому что я на заказ не вяжу, отзовитесь, пожалуйста, в моей группе на Фейсбуке. Эта женщина хотела бы, чтобы кто-то ей связал по моему мастер-классу свитер. Если кто-то хочет, то обязательно она оставила там свое объявление. Ну а на сегодня все. До новых встреч. С вами была Алена и Мия. Пока-пока.